Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Лиза Шубина, и сегодня я вам проведу краткую экскурсию по музею, в котором я являюсь волонтером-экскурсоводом. В данный момент я нахожусь в зале кукол. Здесь собраны куклы буквально из всех стран этого мира. Наш директор Елена Ивановна очень сильно любит коллекционировать это все, и для нее это очень сильно все важно. Тем самым она собирает все коллекционные куклы, которые только можно и нельзя, в том числе и дочь в этом ей помогает. И мы с моим напарником тоже. Вот это Леонардо да Винчи, а это Ван Гог, как по легенде с оторванным ухом. И, конечно же, Клод Моне. У нас есть безумно много разных интересных кукол, о которых можно, мне кажется, рассказывать вечно. Например, вот здесь вот у нас представлены куклы всех народов России. И это действительно невероятно. Это Золушка. Вы скажете, что такого в этой Золушке? Я вам отвечу. Вроде бы ничего такого, самое обычное, но она волшебная. И у нее даже здесь спрятана туфелька. Например, вот здесь представлена маленькая дюймовочка, а это Барби 1960 года, которая вот здесь вот еще даже присутствует бархат, и она действительно коллекционная. Вот так вот выглядели раньше куклы, портреты и архитектуры, когда запрещалось использовать лица людей, и вместо лиц людей использовали лица кукол. Здесь у нас представлены мишки, которые были подарены нашему музею, либо привезены, например, как вот эти вот с Олимпийских игр. Если ты подумать, то можно решить, что здание вполне себе новое, но это совсем не так. Потому что это здание здесь стоит еще со времен Петра Первого, и раньше здесь были маленькие квартирки типа коммуналки. Вот, и, естественно, из-за этого в этом месте даже прятался сам Митрофан. В этом зале можно наблюдать экспозиции по Петру Первому и его истории. Например, вот здесь вот изображен Петр Первый с работником, и здесь он приехал в Голландию, чтобы обучиться корабельной приборке, но голландские мастера не сильно сами владели этой судостроительной техникой, и для этого он отправился в Англию к правителю Англии и Голландии Вильгельму Оранскому. И там за год его смогли обучить все-таки корабельной приборции, и уже как раз-таки в Воронеже, в России, он смог построить это все. Я думаю, что вы слышали, а может быть нет, но я все-таки расскажу. Петр I запретил иностранным мастерам подходить как-либо и притрагиваться, как это присоединяться к работе, к нашему флоту, к нашему главному кораблю, который стоит в Воронеже. Он называется «Годы предестинации», либо по-другому «Божье предвидение». Потому что он хотел, чтобы это все делали только русские мастера, но как бы по чертежам, которые сделал он сам, еще в Голландии. Вот здесь, например, Петр I спорил с Спиранским о том, какой флаг должен будет висеть на корабле. Ему предлагали такой же флаг России, как был у его отца, у Петра I, но все-таки решили, что будет белое полотно с синим крестом. Помимо всех экспозиций, я еще вам не показала одну из самых наших главных. У нас есть прекрасная верандочка, вроде так уютно, с картинами. Но, знаете, это не самое главное. Просто посмотрите на вот этот вот вид. Это наш такой вот небольшой садик, который просто, я считаю, прекрасен. Друзья, не знаю, как вы, но я очень люблю такие вот штучки, которые старинные и очень популярные. Здесь показывают на картинах старый Воронеж. Например, вот дворянская улица, духовная семинария. Сейчас это выглядит все по-другому. А это, собственно говоря, наш музей нарисованный. Так, вроде бы незначительно, но прекрасно выглядит наш флот. Даже есть зеркальце. Это студентка, а сейчас мы с вами пройдем к книжку. И вот мы с вами оказываемся в прекрасном месте, где есть мишки.
Здесь представлены мишки тоже всех народов. Например, вот это Германия, а это Шотландия. И их многочисленное количество. У нас даже есть поющие мишки, но я их, к сожалению, сейчас включить не могу. Они без батареек у нас новые. А это мишки, с которыми фотографируются наши гости. Один из самых популярных мишек — это мишка Паддингтон, у которого даже есть и фильм, и сказка, и книжка. И он действительно популярен. Здесь, за этой витриной, находятся популярные мишки от фирмы Штайф. И они невероятны. Фирма Штайф очень популярна, и она очень давно еще была произведена, так сказать. И до сих пор они их производят, но уже очень редко, буквально раз в год, появляется новая коллекция. И дай бог, чтобы ухватить что-то оттуда, и тем более что-то новенькое, а не такое уже немножко, грубо говоря, устарелое. Например, вот эта вот мишка. Такой вот кругленький, хорошенький. Мы дарили с моим напарником нашему музею на день рождения как раз-таки музея самого. А вот это маленький, хорошенький, это Мишош. Мишош — это наш талисман, который с нами ездит во все страны и города России. И не только России. Здесь на втором этаже расположены просто руссконародные старые картины. Все посвящено именно этому, ну кроме вот этого. Это статуя Петра Первого. Наш музей может быть не сильно популярен, но все-таки пользуется спросом. И дети, и взрослые очень интересуются историей нашего музея и историей создания этих всех мишек, кукол и всего остального. Помимо того, что у нас есть прекрасный музей, у нас также присутствует школа иностранных языков Интерлингва ЮНЕСКО. Она очень известная, и не только, даже в Воронеже. Например, здесь у нас конференц-зал, и здесь проходят все масштабные мероприятия, такие как какие-то лекции, какие-то новые конкурсы и все в этом роде. Например, сейчас в нашем музее проходит открытие Малой Петровской библиотеки, потому что у нас есть Малая Петровская академия, это, собственно, где я и мой напарник находимся, это волонтеры-экскурсоводы, но помимо этого есть и Малая Петровская библиотека. И знаете, я хочу вам сейчас немножко рассказать про книгопечатание во времена Петра Первого. Это было очень важным, грубо говоря, это одна из реформ Петра Первого, потому что считалось действительно важной вещью в те времена. И первое, что поспособствовало, введение гражданского шрифта, потому что Петр Первый хотел, чтобы все-таки его подданные понимали и принимали язык, и чтобы было как бы понятно и написание, и все в этом роде. И он, помимо этого, хотел делать такие толстые книги уже, потому что считал, что эти маленькие книги, грубо говоря, по 100 страниц, они слишком малые для своих подданных. И ему хочется, чтобы они свой кругозор развивали намного сильнее. Ради этого даже приглашали иностранных специалистов, чтобы они делились своим опытом с нами, с русскими. Вот. И также было много созданий новых типографий. В Санкт-Петербурге в 1711 году открылась типография, которая стала очень популярной. А в 1713 году Санкт-Петербург стал столицей России. Представляете, всего за 10 лет, пока строился Питер, он уже стал столицей нашей России, потому что Петербург образовался в 1703 году. Да. Как-то так выглядит один из кабинетов нашего руководителя Елены Банов. Вот это маленький, хорошенький мишка, которого я привезла в наш музей из другого города. Часто, когда я путешествую, я привожу разных мишек, я если и кукол, то и кукол нахожу, привожу в наш музей. Например, вот этот мишка из Севастополя. А в прошлом году в этом году, весной, я привозила из Карачаево-Черкесии мишку. Итак, дорогие друзья, на этом у меня все. Так что ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. Подписывайтесь на все мои другие соцсети, такие как Boosty, Telegram, Instagram каналы. Буду вас везде с нетерпением ждать. На этом у меня все. И напишите в комментариях, как вам место, в котором я часто нахожусь.